Привет, Арми. Видео ко дню рождения Джина на этот раз показалось другим, потому что он снимал его один, без остальных участников. Но это спокойствие сделало его слова гораздо более честными. Особенно, когда он упомянул двух людей, которые никогда не расстаются, несмотря на плотный график. В этот момент Арми замолчали. Потому что все знают, эта фраза показалась слишком подходящей для описания недавних отношений Тэхёна и Чингука. Как будто Джин намеренно подмигивал, что было понятно только фандому. Но Арми обнаружили, на этом не остановились. Когда Джин начал выражать благодарность за годы, проведенные вместе. Он сказал, что будет особенный день для двух людей, которые недавно стали ближе. И в следующий момент это произошло так быстро. Джин неловко рассмеялся, словно поняв, что только что проговорился. И быстро сменил тему. Никаких имен, никаких объяснений. Но Арми – это необычный фандом. За считанные секунды все домыслы сошлись к одному неоспоримому выводу. Джин случайно проболтался о Тэхёне и Чингуке. Видео длилось всего несколько минут. Но его эффект превзошел все ожидания. Вскоре после выхода видео Арми начали останавливаться на том месте, где Джин упомянул эту дату. Дата, которая никак не была связана с его днем рождения. Ни с камбэком BTS, ни с каким-либо важным событием. Слишком конкретная дата, чтобы упоминать ее просто так. И сразу после того, как он ее упомянул. Джин слегка улыбнулся, отвернул голову и прикусил губу. Как будто понял, что только что сказал больше, чем следовало. И в этот момент все изменилось. Интернет-комментаторы взорвались. Не только от случайных фанатов, но и от давних пользователей, известных как детективы Тэхёка, которые начали прочесывать ленту прошлого, посты в Инстаграм, видеоблоги и закулисные кадры многолетней давности, в попытке найти связь между датами. И чем глубже они копали, тем яснее становились результаты. Дата связана с моментом в жизни Тэхёна и Чингука. День, который когда-то казался обычным, но теперь кажется кусочком пазла, наконец-то сложившимся в единое целое. Что еще более удивительно. Некоторые фанаты вспомнили, что в прошлом году, в тот же день, Тэхён и Чингук исчезли с радаров почти на целый день. Никаких постов, никаких прямых трансляций, никаких публичных расписаний. Раньше это считалось обычным праздником, но теперь все это обрело смысл. Джин, возможно, не назвал никаких имен. Никаких мероприятий. Никаких подтверждений. Но эта неловкая улыбка, этот смешок, эта смена тона. Для Арми это не было совпадением. Это было словно секретный код, понятный лишь тем, кто годами следил за Тэхёном. И, возможно, именно поэтому поздравление Джина с днем рождения прозвучало так эмоционально. Потому что, несмотря на формальность, Джин звучал как человек, которому есть что рассказать. Тот, кто видел, как Тэхён и Чингук росли вместе. Поддерживали друг друга и оставались близкими, даже когда мир вокруг них не всегда был простым. День рождения Джина был не просто праздником в его честь. Но, сам того не желая, он послужил напоминанием о том, что у Тэхёна все еще есть что-то, что знали только они двое и самые близкие. После того, как всплыла дата, фандомные расследования начались молниеносно. И, как обычно, Арми не оставляли доказательств. Одна тема внезапно оказалась в центре внимания. Момент в 2019 году, когда Тэхён сказал, что у него любимый день в году, потому что кажется, будто он принадлежит только двоим. Тогда мало кто понял, что он имел в виду. Но теперь дата, которую упомянул Джин, была точно такой же. Появилась следующая теория. Один из фанатов вспомнил, как Чингук говорил в старом видео, что есть один день, которого он всегда с нетерпением ждет каждый год, но не уточнил, какой именно. Тогда считалось, что это чей-то день рождения. Но теперь предположения полностью изменились.
Более того, Тэхён опубликовал фотографии ночного неба с подписью «Мы снова в том же месте». В тот же день в прошлом году. Это было совпадение? Или разрозненные части пазла? Наконец-то сложились воедино? И расследование еще не закончено. Потому что некоторые армии обнаружили, что расписания Тэхёна и Чингука исчезали в этот день не 1 или 2 раза, а 4 года подряд. И самое пугающее. С каждым годом после этой даты эти двое казались ближе, чем прежде. Их взгляды на сцене, их взаимодействие на репетициях. Теплая энергия, которую они чувствовали, когда оказывались в одной комнате. Все это указывало на одну большую историю, скрытую от публики. И теперь не Тэхён, не Чингук, а Джин. Самый зрелый и понимающий динамику BTS, который случайно упомянул дату прямо в своем пожелании ко дню рождения. Какова бы ни была истинная причина, одно неоспоримо. Каждый раз, когда Тэхён появляется в истории BTS, даже без их физического присутствия, интернет всегда взрывается. Пожелание Джина еще раз доказывает, что Тэхён и Чингук не просто два участника группы. Это две истории, которые никогда по-настоящему не разлучаются. Мир BTS – это не только большие сцены и грандиозные концерты. Есть и другая сторона, которая живет в мелочах, в спонтанных оговорках, в безудержном смехе. Сторона, которая показывает, что они не просто коллеги, но семья, братья и свидетели пути друг друга. Тэхён и Чингук, возможно, не появятся в видео. Они не стоят рядом с Джином. Они ничего не говорят прямо. Но их присутствие было ощутимым, отпечатавшимся за этими словами. Достаточно, чтобы армии почувствовали то же тепло, что за кадром связь сохранялась. И теперь, когда армии смотрели видео с дня рождения Джина, некоторые из них не просто слушали его слова, но и вслушивались в тишину, паузы и смешки, которые, казалось, скрывали в себе другую историю. Историю, не анонсированную заранее, но которую чувствовал каждый, кто следил за жизнью Тэкука на протяжении многих лет. Возможно, так Джин выражал свою привязанность, не упоминая имена напрямую, а оставляя небольшие намеки в местах, понятных лишь внимательным наблюдателям. И армии, как всегда, заметили это. Потому что в конце концов, будь то концерт, закулисная съемка или просто тихий момент, Тэхён и Чингук всегда находили способ оставаться на связи. И остальные участники всегда это знали. А когда камера закрылась, атмосфера, казалось, тоже затаила дыхание. Как будто что-то осталось незавершенным, что-то намеренно оставленное в подвешенном состоянии. Потому что армия знает. История BTS никогда по-настоящему не заканчивается. Всегда есть код, всегда есть повествование, всегда есть история, которая продолжается в следующем эпизоде. И совпадение это или нет. Каждый раз, когда их имена упоминаются одно за другим, всегда есть два имени, которые звучат слишком близко, чтобы их можно было разделить. Тэхён и Чингук. Не из-за фан-сервиса, не из-за теории, а потому что такие записи всегда доказывают одно. Независимо от их жизненного пути, они идут бок о бок. Вот почему такие маленькие моменты кажутся такими важными. Потому что армия знает. Простое предложение может стать посланием кому-то. Тишина может быть мощным кодом. А дистанция, иногда это просто предлог, чтобы не казаться слишком близким. И, возможно, за камерой, за улыбками, за словами «я просто надеюсь, что они всегда будут вместе». Мы все знаем, кто эти двое. История еще не закончена. На самом деле, она только что началась. Спасибо, что посмотрели и послушали сегодняшний рассказ. Если вам понравилось это видео и вы хотите, чтобы мы рассказали больше о Тэкук,
Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться, чтобы не пропустить следующую историю. Увидимся в следующем видео, ARMY. Береги себя, оставайтесь счастливыми. И продолжайте поддерживать BTS всегда.